Я Борис, мне 67 лет. Я жонглирую и показываю фокусы. 51 год это все началось, потому что куда ни обращался, то есть висит объявление в городе, в Тверь ездил, чаще в Тверь, потому что у нас разрушилось предприятие, все развалилось, там вся работа. Висит объявление: сантехник, трудовая есть. Электрик кончал техникум энергетический, есть. Тракторист, могу, корочки есть. Туда-сюда. Грузчик, соответственно, мы все можем грузчиком. И везде все срочно требуется. В отдел кадров звонишь: а сколько вам лет, мужчина? 51. Мы после 40 не берем. А учился во дворе, на улице старался. Вообще вся история такая, что было 51 год, я взял в руки камушки и стал учиться жонглировать. Я так называю, потому что на работе я брал действительно камушки, подкидывал, они падают, подкидывал. Дома я брал, естественно, яблоки, картошку, изолировалась там изолентой или что. И вот так работал. В музыканты, вот в переходах, в электричках. А я думаю, а что если такое изюминку, взять что-то из цирка, конкретно жонгляж, научиться, и, может быть, будет приносить заработок. Спасибо! Спасибо! Все нормально! Ребята отблагодарили, увидели плакат, отблагодарили. На этот перекресток я попал чисто случайно. Сначала я, если сказать, что я уже, скажем, научился подбрасывать и кидать булавы, потом мячи, и я подумал, ну надо двигаться. Теперь я поеду в Москву и попробую все-таки, как это будет реагировать весь народ. Я подумал, ВДНХ, много народу, поеду. Да, вокруг меня кольцо, другое. Все едят мороженое, все закусывают, пьют что-то. А тут уже эпизод другой, третий. Это же не как в цирке. 8-10 минут номер, и люди ушли, другой артист выходит на манеж. А здесь стою, думаю, жара, пекло, думаю, солнце. Ну, хоть кто-нибудь бы положил на мороженое, мысль такая. Ну, все похлопали и разошлись. Когда я остановился, и они разошлись. Ну что, дальше вроде не будет, он отдыхает как бы. Все. Я попробовал на Варшавском шоссе. Попробовал, мне показалось, там плотно едут. Опять же, чисто случайно выбрал, так, бац, метро какой. Я Москвы не знаю, метро, бац, поеду туда. Остановил, вышел. Да, действительно, плотно идут, да так плотно, хорошо. Ну, тоже опять вот так, они не понимают, что я тоже хочу хлеба есть. Как бы. Опять я не претендую и не рву. А здесь, в это время, когда я уже здесь остановился, здесь очень много ехало машин, прям в 4 ряда. Ну, правда, все по стрелкам, кому направо, кому налево, кто прямо. И шли они настолько медленно с Васильевской улицы. Ехало много артистов, проезжаешь. То снимались они, то где-то они там рядом живут. Ехали спортсмены. Ехали просто люди, которым было интересно, что человек стоит на улице, вроде цирк рядом, он на улице, и привлекательно, как бы, ну им было привлекательно, раз они искренне улыбались, искренне благодарили. И я подумал, а что дальше искать, буду я здесь. И вот уже теперь этой зимой будет ровно 10 лет, как я здесь, на проспекте Вернадского с Университетским. Я пробовал-то во дворе, все торопили, ты когда, если ты хочешь что-то то надо что-то двигаться. И вот когда поехал туда все, и когда привез первую мелочь в руках, пересчитал. Да, это было совсем не то по сравнению вот с теперешними временами, сколько сейчас люди благодарят и сколько тогда. Но это было счастье, когда я привез, не пустой приехал. Я оправдал дорогу. Дорогу от меня все-таки тоже электричку заплатить, автобус заплатить. Или, допустим, такси заказать, чтобы к электричке вовремя поехать. Потому что до станции у меня 7 километров. Мне надо встать из дома, и до станции, чтобы на электричку, мне надо на чем-то добраться. Ну, пустой не возвращаюсь. То есть пустой не возвращаюсь. Иначе бы, вот 10 лет я бы сюда бы не ездил. Совершенно лотерея, просто настолько непредсказуемо. Люди
проезжая, могут даже не показать, что они перевели. Сейчас у меня там номер телефона висит, привязанный к Сбербанку. Другой раз в руки дают, как бы, кто сколько, кто чего. Опять же, благодарности самые разные. Кто конфет даст, кто чего. Но я, ребята, я говорю, я действительно я не откажусь. Не, опять же, это не для того, чтобы кто-то слышал меня и, надо ему конфет, он там голодный. Не-не-не. Просто низкий поклон ребятам, девчатам, людям, кто слышал от людей, которые говорят, вот этот парень. И когда, вот, допустим, подъезжал человек, и опять это не единичный случай, он подъехал и говорит, вот тебе даю действительно, потому что ты работаешь. Вот было приятно, там, внутри даже слезы наворачиваются. Ты работаешь, я тебя вижу, зимой ты работаешь. И это, не попрошайничаешь, как будто он сказал. Ты ничего не требуешь, ты улыбаешься, работаешь номер за номером, трюк за трюком, как бы вот так. Вот так. Это самый обычный кубик. Для игры вот детской фишки. Сверху видно 2. Внизу 6. А здесь? Там 2. Нет, там 1. Посмотрим еще комбинацию. 3. 1. 3. 1. Но я все равно выиграл, там же 6. Давайте сделаем 2. И чтобы я не крутил, я поставлю, а вы сами перевернете. 2. 6. 2. А там? Ну, кто-то скажет 6. А я буду уверен, что это 5. Это 5. Я даже не понимаю, как он это делает. Правда, чудо. Ну так едешь с утра, представляешь, на работу не хочется даже. А тут вот. Упали пониже, вот они, вот так вот, все нормально. Ну, поднял настроение-то. Поднял и вам, да? А где аплодисменты? Спасибо, спасибо. Спасибо. Доброго пути всегда. Всегда доброго пути. Будьте всегда здоровы. Не волнуйтесь, это просто кино. Зеленый вам включаю. Ап, поехали. Спасибо. Спасибо.